Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку всемирно известный венский мраморный кекс Гугельхупф. Это роскошная выпечка, классическая. Покажу идеальный просто рецепт этого кекса. Получится он сразу вот с таким красивым рисунком. Он очень сливочный на вкус, в то же время влажный. Он очень ароматный, этот кекс. Готовится он по традиции вот таким высоким. Покажу, как приготовить его, чтобы он сразу получился именно вот в такой традиционной высокой форме. Форма это не случайно. Эти кексы стали выпекать еще в 13 веке на юге Германии, в Австрии, в Эльзасе в форме женского головного убора. Перевод со старонемецкого Гугель это капор, женский головной убор, и Хупф от хаубе. Хаубе это как накидка, капюшон. И потом, естественно, свою широчайшую известность и любовь среди народа он получил в Вене, уже в кондитерских Вены с начала уже 19 века, и потом уже и обычные хозяйки по воскресеньям и праздникам стали выпекать этот кекс. Я очень давно живу в Германии, на родине моих предков, поэтому я, конечно же, хорошо очень знакома с немецкой, с австрийской выпечкой. В Германии Гугельхупф – это один из самых распространенных видов кекса, то есть всегда везде выпекается Гугельхупф, и везде он продается, и он очень-очень любим народом. И я покажу сегодня просто идеальный рецепт именно мраморного кекса Гугельхупф. Для этого я возьму традиционную форму для выпекания кекса Гугельхупф. Вы также можете обычную кексовую форму вот такую брать, но я буду брать форму именно для Гугельхупф, высокую форму. Сейчас они продаются на всех маркетплейсах, в каждой стране эти формы. Форма это у меня 22 сантиметра по верхнему диаметру формы. Вот внутренний верхний диаметр ее 22 сантиметра. Вот это очень важно. На 6 яиц мы будем выпекать. Я смазываю ее буквально 5 граммами сливочного масла. Это нужно сделать просто обязательно. И также посыпаю все это мукой. Сначала посыпаем, естественно, цилиндр, вот этот внутренний, и потом посыпаем всю форму и дно, и боковины формы мукой, лишнюю муку стряхиваем и форму пока что отставляем в сторону. Но сначала всегда нужно подготовить форму, чтобы она потом не занимала у нас время. И начинаем уже готовить тесто. Само тесто готовится очень просто и очень быстро. 300 грамм сливочного масла размягченного. Туда же я добавляю щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я взбиваю просто до однородности сейчас и добавляю туда 300 грамм сахара. Пропорции здесь именно на форму 22 сантиметра. Я потом вам скажу, что делать с более крупными формами. Повзбивала пару минут я масло. И сейчас 6 яиц среднего размера комнатной температуры я ввожу в масло по одному яйцу и прорабатываю примерно по полминуты каждое яйцо. Сильно эта смесь не поднимется, ничего страшного, просто до такого среднего объединения взбиваем. То есть здесь это не столь критично. Сейчас я добавляю туда 150 мл молока комнатной обязательной температуры. Масса немножко станет расслаиваться, это ничего страшного. Сейчас при введении сухих ингредиентов все это опять объединится. Я просеиваю туда 500 грамм муки и 12 грамм разрыхлителя. Все это я просто буду сейчас перемешивать венчиками, то есть никакой лопаткой я ничего не вмешиваю. Кекс этот готовится очень просто и очень быстро. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Вот это очень важно. Всегда все спрашивают в комментариях. В заранее разогретой духовке все это выпекаем. Сейчас я повзбивала немножко, чтобы муку эту немножко осадить. И наливаю туда 25 мл лимонного сока. То есть это сок одного среднего лимона. Все это я сейчас взбиваю до однородности, чтобы муку эту немножко уже объединить с жидкими ингредиентами. И добавляю туда ромовую эссенцию. Здесь у меня 2 мл в этой бутылочке. Я добавлю половину, то есть 1 мл ромовой эссенции. Этого будет достаточно. Вы же можете добавить 2 столовые ложки коньяка. Итак, вот такое тесто у нас получилось очень красивое. Сейчас 1/3 теста я выкладываю в другую миску. Здесь у меня была мука, поэтому я ее использую опять, эту миску. Не больше, чем 1/3, иначе рисунок потом у нас будет уже смазанным. В эту 1/3 теста я просеиваю 15 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня совершенно обычный, не алкализованный. И вливаю туда 20 мл молока комнатной температуры. И просто все это прорабатываю миксером до объединения. Шоколадное тесто готово, и можно уже выкладывать тесто в форму.
Итак, сейчас примерно 5 лопаток вот так теста я выложу на дно формы светлого теста. Мы будем и начинать, и заканчивать выкладывание теста светлым тестом. Слегка вот так я просто постучала об стол этой формой, и тесто уже распределилось. Далее я выкладываю шоколадное тесто. Ничего я здесь не перемешиваю. То есть вот все остается, как оно есть. Потом опять светлое тесто. Здесь уже, конечно, побольше нужно будет светлого теста. Опять шоколадное, опять светлое. Ничего я не размешиваю, просто слегка простукиваю. Если у вас форма, допустим, 24 см по верхнему диаметру, тогда следует брать, я имею в виду форму Гугельхопф, тогда следует брать тесто из расчета порции на 8 яиц. Это очень просто здесь будет посчитать вам. Как я показала в начале видео, вы также можете выпекать этот кекс и в обычной кексовой форме. Ничего страшного здесь нет. И чтобы получился у вас мраморный рисунок, тоже таким же образом выложить тесто и перемешать его в соответствии, естественно, с глубиной этой формы. И на такую высокую форму, как я вам показываю, этот рецепт идеально у вас получится. Тонкопористая текстура будет потом у кекса. Просто идеально нарезается, практически без крошек. Итак, шоколадное тесто у меня уже закончилось. То есть в 2 ряда я, по сути, выложила шоколадное тесто. И в 3 ряда я выкладываю светлое тесто. Ничего здесь не перемешиваю, просто слегка я подровняла. Оно само распределяется. И светлое тесто я выкладываю. Я здесь намеренно взяла форму, обычную самую из супермаркета, чтобы показать, что и в такой самой бюджетной форме все прекрасно получается именно по этому рецепту. Вот таким образом вилкой я сейчас делаю характерные вот эти вот завитки. 1 раз только промешиваем, 2 раза не проходимся, иначе рисунок смажется. Вы можете также ложкой это делать, это как вам удобно. У меня просто форма такая мелковатая, поэтому я беру вилку. Если у вас крупнее форма, можно уже смело и ложкой это делать. Сейчас также простукиваю, убираю выпекаться я этот пирог в заранее разогретой духовке при 180 градусов Цельсия на 2-м уровне снизу я буду выпекать ровно 1 час. Это в моей духовке. Проверяем, естественно, шпажкой, чтобы шпажка выходила сухая и чистая. Итак, пирог у меня испекся. Я даю ему сейчас постоять, чтобы я могла дотрагиваться до формы, и сразу же переворачиваю его на блюдо или на подложку. Сейчас я проверяю для вас линейкой. Вот такой высокий у меня пирог получился. Также проверяю его деревянной шпажкой. Она, естественно, выходит вся сухая и чистая. Кекс нежнейший. Он с очень мелкопористой текстурой получается. Он очень благородный на вкус. То есть при выпекании классического кекса Гугельхопф не используется ни сметана, ни кефир, ни пахта. То есть выпекается он только на сливочном масле и немножко добавляется молока. Но получается он все равно просто идеальный, если следовать правильному рецепту. Я его оставляла остывать прямо вот так вот на столе в кухне на ночь. Мне прошла ночь, он полностью у меня остыл до комнатной температуры. Я его по традиции посыпаю просто сахарной пудрой, можно поливать шоколадом, можно глазурью, все, что вам нравится, можно даже украшать его любым кремом. И сейчас к Рождеству можно его также использовать в качестве десерта, также в виде веночка рождественского. Это все на ваше усмотрение. Кекс, как вы видите, прекрасно нарезается, практически без единой крошки. И при этом текстура у кекса очень тонко-пористая, и на вкус он влажный получается. Я делюсь с вами здесь очень-очень удачным, можно сказать, идеальным рецептом. Вот такие прекрасные порционные кусочки у нас получаются. Везде прослеживается мраморный рисунок. Благодаря тому, что мы слоями именно выкладывали поочередно и светлое, и темное тесто. Потом промешивали только 1 раз, чтобы не сместить этот рисунок весь. И каждый кусочек — это буквально уникат. Он имеет свой неповторимый здесь узор. Вот так он выглядит в середине, то есть нигде он не обсыпается. Идеальная корочка, у него корочка тоже мягкая, она прекрасно раскусывается. Этот кекс прекрасно переносит транспортировку. Вот такие прекрасные кусочки, один краше другого. Я намеренно при вас его здесь нарезаю на все эти кусочки, чтобы вы видели, что практически без крошек он нарезается. Он ни в коем случае не клеклый, как бывает выпечка на кефире, допустим. Он вообще не крошится, как кексы на сметане. Я очень рекомендую готовить этот кекс, и у всех все получится, даже в такой высокой форме. Вот так он прекрасно надламывается вилкой. Видно, что и на следующий день он очень мягкий, очень нежный.
очень такой пропитанный получается. И выпечка на вкус действительно благородная. Естественно, кексы Gugelhupf пекутся с разными вкусами. Сегодня я вам просто показываю вот именно мраморный вариант этого кекса. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.